Привет, друзья! Сегодня будем рисовать весенний Тибет. Hello guys, and today we're going to draw the spring Tibet. Я увлажнила изнаночную сторону, перевернула лист, положила на пластиковый планшет и теперь протираю лицевую часть полотенца. I wet the other side of the paper, flipped it back, and now removing the excess water with the cotton towel. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello friends, before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue. Так, мой лист готов к работе. На самом деле я долго думала, как нам нарисовать, потому что сюжет достаточно сложный. И в итоге я решила, что буду действовать по ситуации. Я отключила свой мозг и буду просто чисто интуитивно что-то изображать. I was thinking of how I should do this work because it seems to be very difficult, but I decided to give it all to the intuition and just give it all away. So we will see how it turns out at the end. Да, как я делаю это обычно, чаще всего. Так, давайте начнем. Ну, все стандартно. Начинаем с неба. As usual, we're starting with the sky. И увлажняю его с помощью флица. Горы, не захожу за горы. Горы все-таки я подумала, нарисую по сухому вот эти. So it's better not to touch the mountains. I decided to draw them on the dry surface. Да, в самом начале я забыла сказать, что нам понадобится опять пластиковый пакет, соль и мастихин. I forgot to tell in the beginning that these are the materials that we will need in the process. The plastic bag, salt, and the palette knife. Да, об этом я подумала, и как раз это мы будем использовать. Так, смочила и поехали рисовать облака. And now let's start drawing the clouds. Как всегда, китайская каллиграфическая кисть. Я примерно для себя намечу почти водой с небольшим каким-то грязным оттенком, где у нас будут облака. Так накидаю. Все, и начинаю затемнять. Сразу начинаем с теневых частей. Это будем намешивать, как всегда, 3 цвета: желтый, голубой и розовый. As usual, we're going to mix 3 colors. It's yellow, rose, and blue. And I just marked mostly with water and just a tiny bit of pigment on my brush, just marking where the cloud's going to be and starting to make them darken. Из синих у меня, как всегда, кобальт синий, из желтых золотистая и розовая опера или карминовая. The colors I'm usually using are cobalt blue, golden, and rose opera or carmine colors. Сейчас мы будем закрашивать небо. И не забудьте оставить белые участки облаков. Прям нетронутая бумага у нас будет. We're going to fill the clouds, but as a reminder, don't forget to leave spaces on the clouds completely white. So it's literally going to be just paper with no color. Обновляю замес побольше. Так, и продолжаем. Обхожу облако вот это светлое. I am avoiding this cloud. Вот здесь облака тоже надо обойти.
тут. So as you can see, these are the clouds that I am trying to avoid. Тут также положу этот серый на границе с горами. And I will lay the same gray color in the horizon line between the mountains and the sky. Добавляю голубой. And a blue color. Это тоже я обошла облако голубым цветом. Here as you can see, I avoided the cloud as well. Я накладываю этот голубой цвет не на серые, вот предварительно нарисованные участки, а на белые, там, где я оставляла белую бумагу под этот голубой, чтобы он у нас был чистым и не смешивался с этим серым, чтобы не пачкался. I wasn't layering this blue color on top of the gray that I've been using before. I left white space, plain paper, just for this blue color, so it won't be mixing between them. И теперь самый темный тон для теневых участков облаков я беру гуще пигмент, те же кобальт, карминовый и золотистый. And now for the darkest parts, the cobalt blue, golden and carmine colors. Самый темный на облаках. Здесь, здесь, вот тут. Darkest parts of the clouds. И рисую сейчас все еще по сырому, это важно. Облака у меня сырые, и поэтому получаются мягкие такие тени. A very important thing is that I'm still drawing on the wet surface. That's why these shadows are going to be very soft looking. Формирую объем у облачков. And I'm also forming the volume of the clouds. Здесь потемнее сделаю, чтобы нам выделить потом белый снег на горе. Белый снег, он светлее, поэтому нам нужно сделать темную серую часть у неба. Так, ну тут еще немножко я затемню. Еще больше хочу выделить это облако вокруг. I want to make it more darker around this cloud, so it will be more noticeable. Ой. Так, пришло время нарисовать. Так, сейчас, минуточку. Еще немножко добавлю. Таких линий. Чуть больше уже розового, чтобы объединить небо с розовыми цветами.
чуть больше карминовый, чтобы смотрелось все едино. I also wanted to add these stripes with a little bit of carmine color, so later on the sky will be connected with the pink flowers over here. So the whole painting is going to look complete. Я думаю, это сакура. Цветы сакуры. These are the sakura flowers. Так, ну и пришло время для самой сакуры. Буду использовать маджента. Ну, можно немножко розовой оперы. И пакетик. So now moving on the sakura flowers, and now I'm using magenta and rose opera and a plastic bag. Так, что дальше? Давайте перейдем к темным холмам, вот к этим. Так, цвета у нас там фиолетовый, ультрамарин, даже маджента. Фиолетовый, ультрамарин, маджента и железоокисные. Purple, magenta, and ultramarine and English red colors are going to be used in the mountains at the background. Так, побольше кобальта для этой горы, кобальт синий. More cobalt for this mountain over here. Каплю изумрудный мне захотелось. Just a drop of emerald. Так, и здесь более густой темный пигмент. Так, еще раз ультрамарин, фиолетовый и английское красное. This mountain needs to be more darker than the other ones, and I'm making the pigment more thick by using ultramarine, purple, and English red colors. Так, и давайте чуть побыстрее, пока у нас тут все не высохло. And let's do it quick, before everything else is drying out. Так, хочу еще цветов нарисовать. Нужно нам накидать побольше цветов сюда, на ствол, маджента. I want to add more flowers on the tree trunks, so I used magenta to draw them. Так, все, поехали рисовать гору. And now let's continue the mountains. Стволы можно смело покрывать сверху цветом гор. Они у нас будут темнее потом. You can cover the tree trunks, it's not a problem because later on they're going to be more dark than the mountain.
Так, здесь у меня много воды, много пигмента. Надо поторапливаться и следить, чтобы не высох вот этот вот край возле деревьев. Он должен быть прям влажный, чтобы мы мягко потом вписали сюда деревья, во влажную вот эту вот часть. This part of the mountain needs to be more wet than the other one because here are going to be the trees. And when it's wet, it is going to be way more easier and more proper way to connect them with the trees. So pay closer attention and make sure it's not going to be dry. Очень темные не делаем здесь гору. Нам надо дать еще возможность самим себе же нарисовать уже более темный ствол. То есть, если мы нарисуем очень темную гору, мы не сможем сделать более темный ствол. Нам надо понимать, что такой средний тон все-таки нам нужен здесь, чтобы потом нарисовать еще более темные стволы деревьев. You need to be more careful by choosing the tone for the mountain, because we also need to draw the tree trunks more darker than the mountain, so it's not good to use the pretty dark color for the mountain, because otherwise the trees are not going to be seen. Угу. Так, добавим розовых цветов. Let's add a little more flowers. Какие-то будут более холодные, побольше кобальта добавим. Some of them are going to be more colder toned. Let's add a little bit of cobalt blue. Так, можно попрыскать какой-нибудь белильной краской. Так, я возьму розовый пион. Так, возьму белильную краску розовый пион и побрызгаю. I will use the white and pink to spray it on top, and that's peon color. И немножко побрызгаю на гору уже водой, веерной кисточкой. And I'll spray some water on the mountain with just water. Так, и теперь давайте быстро переходим к этим деревьям розовым. And now let's move on the pink trees underneath the mountains. Так, с этим деревом потом разберемся. Я рисую их темнее, чем на самом деле, потому что мы сейчас будем соль добавлять. Соль будет высветлять наши кусты, поэтому не переживайте, что мы рисуем их более темными.
I am drawing these trees more darker than they're supposed to be because I'm adding salt later and it's going to be less brighter than it's right now. So don't worry about the color right now. Вот это дерево, наверное, мы будем уже... Тут бумага подсохла. Прям по сухому потом его нарисуем. Так, и давайте добавлять более темные цвета. Кобальт синий. В это вот замес подмешиваю кобальт синий и немножко можно английской красной. Let's make it a little darker, and for that we're adding a little bit of cobalt blue and English red. In the same puddle. Пока соль не сыплю, потому что слишком влажно. Подождем, а то очень сильно расползется. We're not sprinkling it right now because otherwise it's going to be spreading around way too much. Сейчас чуть более матовый начнется у нас. Ну, бумага станет более матовой, и тогда уже мы добавим соль. We just need to wait a little bit until the paper is going to be more matte and not shining from the water, and then it's the right time to sprinkle the salt. Так, ну давайте нарисуем вот эту вот гору. Голубой добавим, кобальт синий и вот эту лужицу красноватую. Голубой, кобальт синий и красноватую лужицу. The red puddle that we used before for the flowers, blue and cobalt blue for the mountain in the background. Полусухой кистью фактуру добавлю. With the half-dried brush, I'm going to add the texture. Чуть поплотнее вот эту гору хочу сделать. Она, ну, а можно и не делать. Можно сделать. Так, соль. Рановато, еще чуть-чуть подождем. It's still a little bit early to draw it up, to put the salt.
Вы смотрите по своей картине. Если у вас уже начинает немножко подсыхать, тогда сыпьте, конечно же. Может быть, у вас более влажный, сухой воздух, а у меня влажный. You need to pay attention to your painting because if your paper is already dry, it's time to put salt on. Because my humidity level in the room is pretty high, and if yours is not, then you better pay attention to your paper. Я также слежу, чтобы вот эта линия не высохла, чтобы у нас она плавно перетекла в зеленую часть. And I'm also paying attention to this line over here because I need it to be wet, so it'll be a soft connection between pink and green. Добавляю каких-то темных моментов, элементов внизу. Just adding some dark elements underneath. Так, ну я, наверное, начинаю сыпать соль. Сейчас уже. Так, сейчас некоторые просто кусты хочу затемнить, а то они у меня получились все одинаковые по тону, да, такой ряд выстроился, надо их немножечко разделить, дистанцировать друг от друга. Вот там вот более, допустим, темные на дальнем плане. Чуть-чуть их отделить друг от друга. It's almost about time to put the salt on, but first I wanted to correct the tone between the trees because they all look the same and it's not actually correct. It just looked like an all pink line, so I needed to put the distance between the trees and put the difference between the tones. Так, давайте сейчас соль. And now let's put the salt on. Что птичка. Соль буду сыпать больше на верхней части, чтобы они у нас высветлялись в верхней части кустов. I'm going to put the salt on the tops of the trees, so they're going to be the most part that is going to be spreading around. В общем, там, где мы видим осветленные стороны, туда и сыпем. Так, вот это дерево. Там между цветами синий такой, ярко-синий цвет фона, горы. Так что сейчас добавим этот кобальт, голубой. On this tree, between the tree trunks and between the branches, there is a mountain can be seen at the background. So that's what I'm going to draw right now. Также добавлю сюда вот этот белильный розовый пион. Он хорошо раздвигает синюю краску. And also going to add that whitened pink. Так, переходим к зелени, да, пока у нас тут еще влажно.
Не буду делать ее такой откровенно зеленой, как на фотографии. Все-таки добавлю в нее сразу же немножко розового, ну, например, карминовый, да? Moving on the grass, and I don't want to make it that bright and very noticeable as it is on a photo reference. I'm going to add a little bit of pink to it, for example, carmine color. И, значит, оливковая, либо зеленая и карминовая, да. So olive, green, and carmine colors. Какие-то светлые участки я вот тут оставлю. Это, по-моему, освещенные камни с солнцем. Пусть они освещаются. Сейчас попробую вот этот желто-зеленый добавить. Ну, чуть-чуть прям его так для акцента. Вот фокусные точки вот здесь, там, где я хочу больше внимания показать гора. И вот сюда же и добавлю вот этот зеленый, желто-зеленый. This is the yellow-green color that I added closer to the center because I wanted it to be more of like an accent. Я прям под горой, потому что гора такая, она тоже привлекательная, привлекает внимание своим белым вот этим цветом. Значит, у нас тут будет фокусный центр. Ну и добавим сюда этот зеленый. Because this green is right underneath this mountain, the center mountain that is catching the most attention. And these two parts of the painting are going to be main characters of this one. Так, заливаю траву, продолжаю. Но смотрю, чтобы она не была темнее, чем вот эта гора. Надо быть аккуратной. По тону у меня уже идет такой небольшой перебор. Чуть мне надо сбавить тон. Чуть-чуть поярче. Потому что самый темный все-таки у нас будет ствол и вот эта вот гора. Гора темнее, чем трава. Немножко, но темнее. Если прищуримся, мы увидим разницу на фотореференсе. We need to make closer attention to the tones of the grass because it cannot be darker than the mountain. The most darkest parts of the painting are going to be this mountain and the tree trunks. Так, теперь, пока соль работает, немножко я побрызгаю водой на траву, чтобы создать какую-то небольшую фактуру. Веерной кисточкой. Веерная кисточка делает мелкие брызги. While the salt is working, I'm going to sprinkle some water on the grass to make the texture with, because the
fan brush is making tiny splashes. That's the important part. Какие-то камни. Я там вижу что-то такое вот освещенное солнцем. There are some kind of rocks that I can see on the photo reference that are lighted up by the sun. So that's what I'm going to represent. Тоже какие-то большие камни, но пусть будут. Там что ли крыша. Ну, в общем, какие-то такие процарапаем. И мне скоро надо будет воспользоваться феном, потому что у меня соль не перестает растекаться из-за влажности. Скоро я займусь этим. I feel like later I will need to use the fan because the salt won't stop spreading around. So I'll need to take care of that a little later. Беру умбру и кобальт синий для камней. Умбра. I'm using umber and cobalt blue for the rocks over here. Теневая часть здесь побольше ультрамарина зеленый, густым пигментом. Прям сейчас так проведем быстро линию. A shadow part on the grass over here. И еще каких-то камней. And more rocks. Густым пигментом. With a thick pigment. Так, все, я пошла сушить. Хотя нет, сначала сделаю немножко, нарисую несколько стволов у деревьев на дальнем плане, пока еще по сырому. Возьму ультрамарин, умбру, карминовую. Ultramarine, umbra and carmine colors for the tree trunks at the background before drying with the fan. Такая у меня новая синтетическая упругая кисть. This is the new synthetic brush that I'm using right now. Где-то травинки можно. Так, все по сырому все еще. And in a few spaces you can draw the texture of the grass while it's still wet a little. Все, пошла сушить феном. And now fan drying. Так, я немножко смочила, подсушила, вернее, лист с изнаночной стороны, потому что боюсь лица из-за того, что краска бледнеет, когда мы сушим лист. Ну, хотя с изнанки я тоже смочила, все равно побледнела после фена. Ну, ничего.
Продолжаем работать. Хочу немножко дать тон этим камням, а то они очень бледные. Немножко сиены натуральной добавлю. So I finished drawing with a fan, but from the other side. I decided not to dry it by the front side, so the pigments won't be less brighter. But as you can notice, they did become more dull than it was before. But anyways, let's continue drawing and then Я дала тон камням сиены натуральной. I gave a little bit of a tone for the stones with the sienna natural. Такой полусухой кистью с зеленым пигментом немножко какую-то траву добавлю. And with the green pigment and half-dried brush, I am going to add a little bit of texture for the grass. Так, теперь продолжаем рисовать оставшиеся стволы. Я забыла про свой один из любимых цвет кровь дракона. Сейчас я его буду использовать для стволов. So now we're moving on the tree trunks, and I forgot about one of the favorite colors is the dragon's blood. So we're going to use it for the tree trunks. Буду смешивать его с ультрамарином. I am going to use it with the ultramarine color. Использую длинную такую синтетическую кисточку. I'm using a long synthetic brush for this. Тонкую. Thin brush. Если у вас нет крови дракона, вы можете использовать любой коричневый, но смешав его с ультрамарином и с каким-то карминовым, например, чтобы такой был оттенок розоватый. If you don't have a color of dragon's blood, you can use any other brown color and mix it with ultramarine and some kind of pink, carmine or rose. Переходим к этому самому темному стволу. Moving on the darkest tree trunk. И мне нужен более густой пигмент. Сейчас я выдавлю его из тюбика. And I need the another thick pigment, and I'm going to use it the tubes one. Добавлю немного карминовой в кровь дракона. I'm adding a little bit of carmine in a dragon's blood. Сейчас такие яркие цвета, но мы их потом приглушим ультрамарин. Right now we're using very bright colors, but a little bit later we're going to make them more dull with the ultramarine color.
Возьму такую свою кисточку необычную с длинным-длинным ворсом. I'm going to use my unique brush with a very long Hair. with long hairs. Добавлю ультрамарина, ну или какой-нибудь индантреновый синий. Кончился ультрамарин, поэтому какой-то синий можно. You can add ultramarine, but mine's finished, so I'm adding a different color. По цвету пусть тоже отличаются эти три ствола. Один потемнее, другой такой более холодный. Крайний у меня будет более холодный. Больше синего. Let's make these three tree trunks different between each other. One is going to be pretty cool toned, another ones are going to be more brighter and more warmer toned. Приготовлю мастихин, потому что сейчас нам он нужен будет для процарапывания светлых веточек. You need to prepare your palette knife so later you can scrape on other branches. Так, вот этот темный, такой, ой, резкий край нам надо смягчить. And this dark corner we need to make more softened and more combined between other. Зеленый, карминовый. Green and carmine colors. Так, и теперь беру вот эту кисточку и начинаю так уже неспешно рисовать веточки. And again, using my unique brush to draw the another branches, the thinner branches. Можете рисовать их обычным линером, ну, вот такой длинненькой кисточкой. You can draw them with another thin brush, for example, liner. Так, вот эта веточка проходит через цветы, и она должна где-то вот здесь у меня выйти. Не ветка, а ствол. Не забываем, что если они заходят, они должны вот выйти. This tree trunk is hidden behind the flowers, but don't forget to finish it, continue it the way it's supposed to be.
Также я добавляю где-то больше синего, где-то больше красно-коричневого. Где-то я нажимаю прям очень легко, а где-то сильно. Когда я нажимаю легко, они более прозрачные, более тоненькие получаются. Прям еле-еле. Такой нажимчик очень слабый. In a few spaces, the pressure of the brush is different. The lighter the pressure, the more thinner and the more clear the branches come out. But with the more pressure, they come out more thicker and more brighter. Так, и теперь рисуем цветочки уже по суху. Тут очень... Сейчас я уберу эти белые точки. Слишком они здесь нам не нужны. I need to fill up these empty spaces that are left behind. Так. И по сухому где-то я уточню вот эти цветы. Маджента. And when the surface is dry, we are going to draw the flowers using magenta Давайте кобальт синий чуть-чуть добавим. and a little bit of cobalt blue. Так, и теперь возьму белильную краску розовый пион и нарисуем цветочки ей. Она кроющая, то есть непрозрачная. Должна покрыть эту синюю гору. And I'm using the white and pink color for the flowers, the peon color. And this color is not clear, which means it's going to cover the blue mountain at the background. Так, можно немножко побрызгать этим цветом. And you can also spray a little bit with the color. И по сухому вот это дерево хочу немножечко еще прописать, чтобы его выделить относительно других. And when this tree is already dry, I want to add a little bit more accent on top of it. Текстуру такую у нас придам. Add more of a texture.
Тут в основном маджента у меня. Mostly I'm using just magenta. Убираю лишние белые. Белые вот эти точки. Тут слишком много. Заменяю их вот этими розовыми. I'm removing the excess white spaces that are left between the colors. I'm just covering them with this white and pink. Так, друзья, ну я думаю, теперь уже можно заканчивать. Возможно, позже я какие-то детальки еще проработаю, но в целом работа готова. So friends, this is the finished work. Maybe a little bit later I add some more details, maybe some more accents, but this is the finished work. Спасибо за внимание. До новых встреч. Thank you very much for your attention. See you later.